Художественная галерея Онтарио. Крупнейший музей в самом центре Торонто. Просматривая Википедию, с удивлением увидел, что по площади, по мнению Википедии, эта галерея больше, чем Третьяковка. Вот это цирковое представление. И чтобы разобраться с этой загогулиной, мы вчетвером решили посетить галерею. Почему вчетвером? А с нами была славная собака по имени Луна. Билеты недешевы, $30 каждый, но для детей бесплатно. Галерея считает детьми всех моложе 25 лет. Тут в галерее и залы с классической живописью, и скульптура, и этноинсталляции с современным искусством. Но я сегодня покажу только фишечки, не вдаваясь в подробности. Так, например, знали ли вы, что Рембрандт нифига не умел рисовать? Слоников. Смотрите сами. А это самая дорогая картина в мире на момент покупки. 117 миллионов за Рубенса выложил вот этот мужик, самый богатый человек Канады. Он же пожертвовал свою коллекцию галереям и отвалил кучу денег на реконструкцию, чтобы его дары сюда влезли. Полотна самых знаменитых канадских художников. Есть и скульптуры Родена. Это вы все прекрасно знаете. Вот, в профиль, узнаете? Мыслитель. А оказывается, есть и мыслительница. Ее Роден скромно называет «маленькая скрюченная купальщица». Сам музей после реконструкции тоже стал арт-объектом. Чудесный дизайн. Из скульпторов запомнился канадец Генри Мур. Каменные произведения его. А вот этот деревянный стол другого молодого скульптора из Техаса. Обычный дизайн стола, который можно встретить в любом канадском парке, выглядит так. А здесь чудо-юдо какое-то. Скульптуры же Мура можно часто встретить в городских ландшафтах. Выставляли его работы и в Эрмитаже. Сегодня в музее много народу. Все идут на Кавс. Кто не знает, это вариация черепа с костями от Микки Мауса. Страшная идея. Хоть глаза закрывай. А особо чувствительные и сознание потерять могут. Такова сила искусства. Но народу нравится. Эта деревянная галерея «Италия» появилась в результате большой реконструкции, на которую вбухали сотни миллионов долларов. Жителям Торонто и критикам понравилось. Хорошо получилось. Мне тоже нравится, запоминается и очень уютно. Верхний этаж закрыт, и мы пошли в подвал. А там модели кораблей. Опять-таки, из подаренной коллекции самого богатого человека Канады. Я так и вижу его диалог с директором музея. Я свою коллекцию за 300 миллионов вам подарю, Рубенса за 100 миллионов прикуплю, денег на реконструкцию подкину, а вы там пристройте где-нибудь мою любимую коллекцию моделек кораблей, ладно? А потом бах, еле в подвал влезла. Модели 1:48 выполнены, и если оригинальный корабль 100 метров, то модель 2 метра будет. Но стоит сказать, модели классные. Корабли, они все очень красивые по дизайну. Просто вау. Помимо художественной ценности, есть и историческая. Смотрите, что откопал. Ледокол Козьма Минин. Был и второй ледокол, Пожарский, конечно. Оба дореволюционной постройки. Именно на ледоколе Минин белые офицеры сбегали из Архангельска в Норвегию.
А так выглядел оригинал на фотках. Интернет все знает. Вдогонку большевики гнались на другом ледоколе, который назывался «Канада». Но после короткого боя ледоколы разошлись. Минин как и направлялся, так и прибыл в Норвегию, а Канада вернулась в Архангельск без каких-либо повреждений. Вот такая история. Забавно, что грибные винты у ледокола и спереди, и сзади. Это чтобы задний ход давать и с разгону снова врубаться в лед. А вот это канадская тема. Судно «Золотомойщик». Есть и военные корабли. Но я небольшой фанат милитари. Хотя они тоже красивые. Жуть. После этой галереи съели полный корабль суши. И продолжили прогулку по набережной Торонто. А там снова корабли и яхты. Попался виноград, и это в самом центре Торонто. Один мудрый человек как-то сказал мне, жить надо там, где растет виноград. В Торонто, выходит, жить можно. Например, так, в доме на набережной. С видом на свою яхту. Красота. До конца октября еще много зелени, и даже что-то цветет. Заморозков еще не было, они только в ноябре будут. Но часть листвы уже осенняя. Напоминание горожанам, как капуста и перец выглядят. Декоративные, конечно. А у этого дома фонтан перед входом. Часто езжу мимо, и с автоэстакады только верхушка здания видна, с буквами. Шикарные же здесь квартиры, и здания очень красивые. Улица Набережная Великого озера. Прямо на улице арт-объект около дома. И безобразные бетонные разделители на дороге. Видимо, когда на улице пробки, многие пытались тут разворачиваться, потому и разделитель поставили. Всем знакомо понятие «город-сад». Это когда много зелени и цветов. Я рад, что в Торонто на набережной с этим все в порядке, с растениями. Но хочется, чтобы возникло понятие «город-галерея», где куда ни глянь красота дизайна и архитектуры. Я пытался показать вам сейчас и красивое здание, и уличную скульптуру. Осталось дело за малым – убрать повсюду серый ужасный бетон и прочий мрак дизайна. Осень и ветрено. Возвращаемся домой. А там коты слушают рассказ Луны о том, что ей понравилось в музее.